Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам на 23 декабря. В этом видео поговорим о народном календаре, поговорим о церковном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 23 декабря. Итак, друзья, 23 декабря Православная Церковь почитает память Мины Красноречивого. Это христианский святой, принявший мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Появился на свет великомученик в 285 году на территории Египта. Был воином в городе Кутуане. Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию с целью подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать и сам начал проповедовать веру в единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил к Христу многих язычников. Для суда над Миной был отправлен в Александрию епарх Ергамен, который, видя стойкость верующего во время пыток, сам поверил в Иисуса Христа. Узнав о происходящем, император поехал в Александрию и лично истязал Мину, который все выдержал и не отрекся от веры, за что был обезглавлен. Его тело перевезли в Египет, где построили гробницу, а потом базилик и приют для паломников. Позже эти строения, к сожалению, разрушили арабы. Согласно преданию, Мина прославился своими целительскими способностями. Он помогал людям избавиться от глазных болезней, поэтому на Руси он почитается во все времена как помощник в борьбе с заболеваниями глаз. Также 23 декабря почитается память святителя Иосафа, появившегося на свет в 1705 году в бывшей Полтавской губернии. В возрасте 7 лет отец его отдал в Киевскую духовную академию, в стенах которой он ощутил влечение к монашеской жизни. Через время он сообщил родителям о своем решении. Они просили его не принимать монашеский постриг, но по окончанию обучения он втайне от них был пострижен в мантию. Архиепископ Рафаил, которого Иосаф встречал стихотворной речью, заметил его одаренность и немного позже посвятил в сан иеромонаха. Не покладая рук, трудился Иосаф на ниве пастырского служения. В августе 1744 года по указу императрицы Елизаветы Петровны его возвели в сан архимандрита, а спустя полгода назначили наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Умер святитель в возрасте 49 лет. Гроб с его телом 2,5 месяца стоял открытым в Свято-Троицком соборе, и за это время тело не поддавалось тлению и не потеряло вида и цвета. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается рождественский пост. Ну а в народном, друзья, календаре 23 декабря этот день назвали День Мины, назвали как Мина светлые ночи или начало Спиридонова поворота. Как вы понимаете, с 23 декабря наши предки говорили, что начинается Спиридонов поворот, так как это время, когда солнце уже в другую сторону поворачивается, из-за чего и ночи такие долгие стоят. В день начала Спиридонова поворота 23 декабря по народным поверьям из-под снега лезут пауки снежные, из стен гвозди, а также полуношница не дает детям уснуть, поэтому и читали обязательно в этот день магические слова от полуношницы. Также этот день, если так посмотреть, ничем особым не отличался от предыдущих. Девушки с самого утра садились за рукоделие, за счет выпавшего снега в доме до самого вечера было светло, что позволяло переделать большой объем работы. Как вы знаете, Мина прославился своими целительскими способностями. Он помогал людям избавиться от глазных болезней. Поэтому на Руси его почитали как помощник в борьбе с заболеваниями глаз. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, которая мешает отличить добро от зла, а правду от лжи.
Считалось, что в этот день нужно обязательно помолиться святому об исцелении при глазных болезнях. Люди верили, что святой Мина поможет обрести особое зрение, и будет человек молиться, получит в дар дальновидность, и сможет тогда определить и распознать добро и зло, правду и ложь. Также в этот день молились за детей, которые просыпались и бродили ночью. Произносили магические слова от полуночницы, нечистой силы, которая мешала деткам спать. Просили и за взрослых, которые страдали от бессонницы. Тот, кто мучился от различных болезней глаз и не мог прийти в храм, утирал глаза белой чистой тканью небольшого размера и просил идущих в церковь отнести ее туда и положить у иконы Мины. Бесноватые и запутавшиеся в жизни люди обязательно должны были сами подойти к лику святого и обязательно помолиться. Мина, светлые очи, также помогал и при пропажах, как мелких, так и крупных. По народным поверьям считалось, что сегодня можно просто подумать о предмете, который давно ищешь и не можешь найти, и он тут же вдруг появится перед глазами. Если же потеря была серьезной, например, заблудилась корова и не пришла домой, или кошелек с деньгами исчез куда-то, то нужно было помолиться у иконы святого и попросить у него отыскать пропажу. Человек как бы прозревал и видел то, что раньше для него было незаметно. Также на Мину 23 декабря наши предки ходили к сведущим магии, к ведуньям и ясновидящим, чтобы они с помощью молитвы к святому Мине увидели, куда делся ушедший из дома человек. Это надо было принести с собой какую-то вещь, которая принадлежала пропавшему. Часто ясновидцы указывали, куда делся человек, жив он или нет, а также где его найти или когда он вернется. Гадалки также помогали отыскать пропажу или человека, но для этого они проводили специальное гадание для поиска. Обращаем ваше внимание, что в этот день лучше постараться лечь спать до полуночи. Считается, что если заснуть позже, то будут мучить сильно кошмары, которые насылает злой дух полуночница. Ну а чтобы не навлечь на себя неприятности, не стоит проводить этот день в одиночестве. Даже если нет никого, с кем можно было побыть рядом, стоит выйти куда-нибудь в людное место, погулять среди народа, посетить, например, выставку, спектакль, или самый лучший вариант сходить в церковь. Также в этот день наши предки говорили, что нельзя жадничать и экономить на покупках. Это грозит ухудшением финансового благополучия и даже бедностью. Нельзя было проявлять излишнее любопытство и лезть в чужую жизнь, иначе придется отвечать за чужие ошибки. Наши предки в этот день, 23 декабря, уделяли особое внимание народным приметам касательно погоды, потому что для них было очень важно знать, как пройдет эта зима и какой будет весна, ранней, поздней, ну и, конечно же, соберут ли они хороший урожай в следующем году. Поэтому, если 23 декабря была погода ясная, то это говорило о том, что нужно ждать морозов. Если видны кольца вокруг Луны и Солнца, то это говорило о том, что в ближайшее время будет сильный снегопад. Если снега навалило до самой изгороди, то в следующем году будет урожай плохой. Если звезды мерцают, это к стуже, а вот звезды, если ярко горят, это к холодам. Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад. Большая медведица ярко сияет к бурану. Ветреная, сухая погода сулит засушливое лето. Но если погода ясная и безоблачная, то ждите морозов. Пиво в бочках пенится к снегу. Облака белые по небу плывут, это к морозам. Если сороки возле людского жилья летают или под крышу прячутся, то это говорит о том, что в ближайшее время будет очень холодно. Ну а люди, рожденные 23 декабря, по знаку зодиака Козерог. Эти люди целеустремленные, находчивые и амбициозные. У них большая сила воли и решительный характер. По натуре они лидеры. В качестве талисмана им подходят неврит и малахит. Эти камни способны наделить своего обладателя счастьем, удачей, сделать его семейную жизнь спокойной и благополучной. Обычно в мае такие люди впадают в депрессию или ведут себя чересчур агрессивно, поэтому данные минералы могут восстановить эмоциональный
баланс. Что же касательно снов, то вы можете заказать сон этой ночи. Считается, что перед сном в предпоследний день необходимо провести инвентаризацию и задать, конечно же, интересующие вас вопросы. Вы можете даже посетить чьи-то сновидения. Но цель такого посещения должна быть только хорошей. То есть нельзя являться кому-то во сне с претензиями или с угрозами. Вы можете увидеть проблемы, которые стоят перед вами этой ночью. Особенно если речь идет о любовных делах, ведь сны часто связаны с чувствами человека. Если у вас есть проблемы с противоположным полом, вам нужно обозначить их перед сном. Тогда вы увидите обязательно и решение. Что же обязательно нужно было сделать 23 декабря по народным приметам? Вы знаете, наши предки верили, что святой этого дня Мина красноречивый предостерегает людей от сумерек. Такое время суток крестьяне считали пеленой, которая застилает глаза и не дает отличить свет от тьмы, а добро от зла. Мина помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались бесноватые и запутавшиеся в жизни. Святого молили как о духовном, так и о физическом прозрении. На Руси мученика считали целителем глазных болезней и называли Миной светлые ночи. По преданию, он обладал даром чудотворения, лечил все болезни глаз и возвращал слепым зрение. В этот день наши предки традиционно произносили магические слова от полуночницы, нечистой силы, которая мешает деткам спать. Считается, что рукоделие в этот день, 23 декабря, принесет женщине удачу. Теперь давайте поговорим о том, от чего же нельзя было делать в этот день, 23 декабря. Во-первых, ни в коем случае в этот день нельзя делать выпечку с картофелем, капустой и другими овощами, поскольку тогда всю зиму придется впроголодь жить. В этот день лучше печь пироги с фруктовой, сырной, с грибной или мясной начинкой. Готовить их должны только замужние хозяйки, поскольку если за выпекание примется девушка на выданье, вдова или же старая дева, то тот, кто съест их пироги, год будет чувствовать на душе одиночество и разочарование, даже если никаких предпосылок для этого и не будет. Нельзя примерять очки тем, у кого нет проблем со зрением, иначе можно навлечь на себя близорукость или дальнозоркость. Также в день Мины не рекомендуется надевать чужие очки и тем, кто сам страдает плохим зрением. Близкий человек станет пускать пыль в глаза. Не стоит 23 декабря никого обманывать, даже если это делается во благо. Лучше вовсе промолчать, чем лгать, глядя в глаза собеседнику. За такой поступок святой Мина накажет сложностями в личной жизни и финансовыми проблемами. Нельзя сегодня ложиться спать за полночь, поскольку может явиться полуночница или же темная сила, которая мешает крепкому сну. Начнет шуметь, шуршать, говорить страшным голосом или же греметь посудой, и тем самым пугая как детей, так и взрослых. И продолжаться так будет каждую ночь до тех пор, пока хозяева не очистят дом ароматом полыни. Не стоит наговаривать и на окружающих, судачить и сплетничать, так как злые и лживые слова приведут их к сглазу и к порче. Запрещено сегодня пить из чужой посуды, иначе на пьющего может напасть нечистая сила и вести в марево так, что человек не сможет понять, а что хорошо, а что же плохо. А если избежать питья из чужой чашки никак нельзя, то перед тем, как выпить что-либо, надо прочитать обязательно молитву «Отче наш» 3 раза. Напиток важно не допивать и остаток обязательно вылить на землю. Также в этот день необходимо очень серьезно относиться к словам. Особенно это касается попыток кого-то обидеть или оскорбить. Из-за несдержанности человека долгое время будут преследовать неудачи. Под запретом в день Мины также сплетни и всевозможные негативные слова. Нельзя сегодня жадничать и проявлять скупость, иначе придется самим сидеть без денег. С безденежьем могут столкнуться и те люди, кто ленится 23 декабря. По народным поверьям нельзя в этот день чем-либо хвастаться, иначе можно и лишиться в скором времени. Нежелательно на Мину находиться в полном одиночестве, проявлять любопытство, лезть в чужую жизнь, ложиться спать за полночь. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание.
Друзья, вот такой у нас с вами день по народным приметам и по церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.